Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 18 апреля, мы проводим промежуточный выпуск. Сразу хочу извиниться перед нашими уважаемыми зрителями и слушателями за то, что вчера наш выпуск по техническим причинам не вышел. Я, честно говоря, был весь день в разъездах и лишь поздно вечером смог записать ролик, но по техническим причинам, еще раз повторяю, этот ролик не вышел. Сейчас его выпускать смысла особо нет, потому что ситуация изменилась, во-первых. Во-вторых, мы с вами прекрасно знаем, что мы живем в насыщенной информационной среде, когда новости становятся неактуальными уже спустя несколько часов, не говоря уже о том, что проходит несколько суток и новость перестает быть новостью. Это мы с вами помним, наверное, еще советские времена, когда мы с вами получали новости из газет, и тогда новость была новостью еще долгое время после выхода в эфиры, после того, как появлялась в газетах. Ну, конечно, мы знаем, что самый распространенный метод, извините, распространенный метод передачи новостей был, конечно, сарафанным радио. Это был великолепный метод. Ну, таким образом, правда, новости распространялись еще дольше, чем через советские газеты и советское телевидение. Ладненько, это немножко лирическое отступление. Теперь перейдем к событиям, которые нам преподнес в том числе и сегодняшний день. Сегодня сообщили о том, что президент России Владимир Путин, извините, вчера побывал на передовой. Оказывается, такое внезапное появление Путина было, оказывается, заранее запланированным. Ну, это, конечно, глупость и полный бред. Действительно, человек, похожий на президента России Владимира Путина, посетил штаб группировки войск на Херсонском направлении. Это, конечно, был дублер президента. Президента никто не допускает на, ну, хотел сказать, на пушечный выстрел, гораздо дальше, чем на пушечный выстрел к оккупированным территориям. Президент не посещает даже приграничные, исконные территории России, приграничные с Украиной, прифронтовые, давайте будем говорить откровенно, области. Президент находится в полной безопасности в одной из своих, хотел сказать, в одном из своих бункеров. Ну, по сути, так и есть. Резиденции президента оборудованы, все резиденции президента оборудованы помещениями бункерного типа, в которых президент может спрятаться в случае внезапной атаки с воздуха. И президент не пренебрегает этим, находится практически все время в как раз помещениях бункерного типа. Поэтому можно смело называть его бункерным дедом, это будет полнейшая правда. Итак, двойник президента побывал на оккупированных территориях, пообщался с генералами, подарил какие-то подарки, очередной раз нанес полнейший бред, очередной раз проговорился, очередной раз ляпнул, и эти ляпы ходят уже в сети. Ну, не умеет человек полностью контролировать свою речь. Ну, не умеет. Ну, что поделать. Но похож на президента. Поэтому приходится выбирать из двух зол меньше. Если надо выпустить якобы, еще раз подчеркиваю, Путина на передовую, то, конечно, запускают двойника, и он бравых генералов, которые находятся в опале, кстати говоря. Ведь Путин встречался именно с опальными генералами, не Путин, извините, человек похожий на Путина, встречался с опальными генералами. И таким образом показал, что не все, даже в среде опальных генералов есть свои любимчики. Потому что, конечно, не все генералы, которые попали в опалу, встречались с двойником президента. Ну вот демонстрация на широкий круг лиц, демонстрация прежде всего для элит. Это демонстрация, во-первых, того, что Путин уверен в надежности обороны этих территорий оккупированных, надежности, что находится под надежной защитой, и в том, что даже те генералы, которые якобы
чем-то не угодили как Путину, так и его окружению, все равно находятся в системе сдержек и противовесов и выполняют там весьма важные функции. Ну, посыл понятен. Единственное, что, конечно, немножко, еще раз повторяю, переборщили с культурной программой, давайте назовем это так, двойника Путина. Выглядит он, скажем так, немного отличным от оригинала, ну, болтает вообще полную ересь. Хотя в последнее время и оригинал несет, бывает, полную чушь, но тот хотя бы время от времени следит за тем, что говорит. В итоге посыл был, как считает окружение президента, правильным, и войска должны вдохновиться. Элиты, прежде всего, конечно, ну и во вторую очередь войска должны вдохновиться присутствием якобы Путина где-то там недалеко. Вообще, конечно, его полеты на вертолете, человека, похожего на Владимира Путина, полеты на вертолете очень харизматичные, очень похожи на песенку, да, про Чебурашку. Прилетит дух волшебник в голубой вертолете и бесплатно покажет кино. Именно кино. То, что нам сейчас демонстрируют, и призвано показать этот волшебник. Правда, не в голубом, а в этот раз в серозащитном цвета вертолете. Плюс надо опять-таки понимать, что с двойником поступили немножко по-хамски, я считаю. Его усадили в самую простую машину в том небольшом кортеже, который колесил бескрайними полями херсонских земель. И если впереди там ехали Land Cruiser 200, более-менее солидные машины, скажем так, как для тех мест, то Путина, якобы Путина, конечно, усадили в Land Cruiser 100. Ну, я скажу, что эта машина выпускалась до 2006 года. И, конечно, то, что там путешествовала, была чистейшая развалюха. Тот человек, который находился в машине под видом Путина, довольно серьезно рисковал. Ну, не жалко, видите. Если бы, конечно, грохнули человека, похожего на Владимира Путина, то никому бы не сообщили, что президент посещал оккупированные области. Вот такое интересное резюме по посещению якобы президентом оккупированных областей. Так, далее. Далее ожидание контрнаступления. Вопросов много, перегорит, не перегорит наступление. Сказать точно невозможно, но то, что контрнаступление готовится, в этом нет никаких сомнений. Неизвестно, когда оно будет реализовано. Понятно, что сейчас в Украине стоят дождливые погоды. И надо, конечно, вероятно, украинским войскам выжидать, когда будет возможность реализовать то, что они задумали. Но, как мне кажется, май и даже вторая половина мая, скорее всего, эти даты будут датами большого контрнаступления. Почему мы уделяем внимание этим предстоящим событиям? Ну, потому что эти события ждут с нетерпением и с опаской, конечно, в российских элитах. Довольно серьезно назрели настроения, это я вам скажу откровенно, довольно серьезно назрели настроения по нервозности, давайте, нервозное настроение по отношению к президенту России Владимиру Путину. Есть общее недовольство, есть общее понимание, что надо что-то менять. Понятно, что если контрнаступление будет результативным украинских войск, если смогут отбить какие-то территории, ну, пусть даже не очень значительные, допустим, это я допускаю, не очень значительные, но все равно даже этот шаг способен подорвать основы нынешнего путинского режима. Хочу также отметить вчерашний приговор Владимиру Карамурзе. Прискорбное событие. Приговор утверждался лично президентом России Владимиром Путиным. 25 лет, это, конечно, трэш. Куда катимся? Вот многие спрашивают, где дно.
одно-то еще не пробито. Ладненько. Уверен, что в скором времени все изменится. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Уверен, что эта неделя еще принесет нам интересные события, и у нас будет с вами что обсудить в ближайшее время. До завтра, дорогие зрители и слушатели. Всего доброго, до свидания.